Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы начинаем нашу серию с хутора. И как вы успели заметить, мы здесь не одни. Сходил я, познакомился с нашими соседями. И так получилось, что сегодня и с одной, и со второй стороны соседи есть. Да, у меня настроение хорошее в том плане, что соседи приятные, с ними можно пообщаться, поговорить, это очень сильно радует. Но немножко не радует то, что мы искали тишины, какого-то уединения. У нас вот эта вот суета такая деревенская, она есть дома. А здесь мы искали вот это вот. Ну, вы помните, впрочем, да, как когда мы приезжали поначалу сюда, какая тут красота, тишина была. Но теперь здесь это место будет оживать, будет радовать нас соседями, разговорами, смехами. Вот. Ну вот, как-то так. Поэтому соседей мы знаем, наконец-то мы уже познакомились. Дальше нужно обживаться, дружить и общаться. Нужно продолжать восстанавливать окна, внутренние зимние рамы, потому что передают тепло. На этой неделе днем даже до плюс 12. И плюс в интернете Яна увидела, что на Могилевщине проснулся весенний гороскоп медведь. То есть он просыпается тогда, когда уже приходит весна и становится тепло. Эту внутреннюю раму на кухне я достаю первый раз. И смотрите, что тут происходит.
Вот и запустили немножко света на кухню. Получается, это единственное место, которое осталось в доме, куда мы еще не добрались. Но вот теперь к каждому месту в этом доме мы приложили свои руки для того, чтобы его восстановить и сделать заново жилым. Когда мы впервые увидели объявление этого дома, переехали сюда, пообщались с продавцом, он нам говорил: дом не подлежит восстановлению, он рухлядь, просто тут не за что взяться. Ну, вы, в принципе, сами помните, да, в каком состоянии был. Мы сейчас его увидим просто вот в том состоянии, в котором мы его забрали. Мы тут ничего еще не видели, ничего не делали. Знаем только одно, что последний, кто тут жил, это пчеловоды. Тут была пасека у них целая, и тут вон сколько рамок осталось. Единственное, что мы видели через окно, это то, что здесь есть русская настоящая печка. Ей, наверное, очень много лет. Прям вот как, наверное, дом построился, так она тут и появилась. Я не знаю, тут столько всего. Короче, тут надо это все перебирать, все лишнее выбрасывать. Но она внутри там не обваленная, знаешь, ничего такого типа не видно. Какой-то сундук. Какой-то сундук, знаешь, это что? Там пчелы были. Ну-ка, закрой назад. Не, подожди, в смысле? Вот дырочка для пчел, нет? И внутри тоже непонятно. Ну, ее надо разжигать. Тут надо все надо для начала разобрать, ну, все лишнее выбросить отсюда, вынести. Тут ничего не было. И дальше уже смотреть по факту, что тут вообще. Пошли дальше. О, еще одна. Видишь, группка? Лежанка. Лежанка. Представляешь? Ну, она такая маленькая, но все же. Знаешь, что это? Нет. Дымоход с этой печки. У нас-то один выход. А, ну да. Я только сейчас заметил, что а вот этот дымоход идет общий. Ну, а тут поприятнее даже, да. Угу. Единственное, вот шифер разломан сверху. Я так и думал, что где-то здесь вот капать будет. И вот пол из-за этого тут загнил весь. Ну и, конечно, мы это все начинали с дома. В доме немного навели в одной комнате порядок, все лишнее убирали. И я начал в прошлой серии вот здесь вырубать кусты. И сегодня я, наверное, начну вот это все пилить, что-то выбрасывать, а что-то складывать на дрова. Что я дальше не разобрал? Что я сейчас сделал? На подпорку поставим дом и, наверное, покосим, чтобы зря время не терять, потому что уже вечер. Уезжать за топором там и пилой смысла нет. Но для нас с Яной это было как красная тряпка для быка. Да ну, как так может быть? Мы не верили, что что-то может получиться. Напишите в комментариях, кто с нами с первого того дня, когда мы купили этот дом. Верили вы, не верили в то, что сможет этот дом еще ожить и иметь вот такой вот уже сейчас по-настоящему живой вид.
Мы, кстати, в печь не заглядывали. Но вот мы нашли колечко одно от плиты. Ну и она, в принципе, работала и вроде как целая. Ну-ка, где она там? Целая. Сюда у нас пока не дошли мусор выбросить. Так, это с какой? Это не с этой. Вот с этой. Но вот этих у нас нету. Нам нужно либо покупать целую вот эту плиту, как она называется, либо где-то искать отдельно вот эти вот кольца. Но мы планируем восстановить ее полностью. Привет, дружбан. Сломал. Аккуратно. Электропульт. Да, такие выключатели не видел, но его нужно обязательно сохранить. Сейчас его аккуратно откручу. Мы его где-нибудь поставим потом. Классно будет, правда? Затыкаем щели между окнами еще. Такие дырки были. Так вот хорошенько туда. Вот так вот. И наверх вот так вот немножко пены еще. Окошко немножко шаталось, сейчас пену раздует, и оно будет плотно стоять. Начну обшивать с торцевой стены, которые мы меняли венцы. Делаю сейчас обрешетку и будем резать и набивать листы. Как раз пока я эту стену сделаю, на окошке подсохнет пена, обрежем и дальше пароизоляцией зашьем. Так, обрешетка готова. Все, теперь
Тут получается лист раз будет, лист 2 будет, и здесь добор кусочком. И как раз подсохла пена. Замечательно. Ну, сейчас я еще, наверное, не буду сейчас обрезать пену. Обрежу листы, набью их тут как бы не сильно долго. И потом уже займемся этой стороной. Ничего себе. Я, кстати, когда приехал, в доме было практически минус 10. Это так дом промерз. На улице плюсовая температура была, на улице, в доме был минус. И вот я 2 раза закинул сегодня. 1 раз нормально дров закинул, 2 раз чисто мусора полил. И уже плюс 9 градусов. Неплохо. Заходите. Да куда это ты, хозяйка, сразу пошла, да? Где живет? Где она? Ничего себе у вас тут. Ты где? Хозяйка. Сразу пошла проверять все. Что тут, как тут? Расскажите, чем вы заняты? Никуш, сразу за работу принялась. Вот хозяйка. Обитателем леса норки делал. Обитателем леса? Да. Молодец. Может, какая мышка в твою норку залезет? И даже я лед засыпаю. Чтобы никто из обитателей животных не скользил. Да, ты заботишься о жителях леса? Молодец, заботливая. Кстати, у меня появился друг зайчик. Какой друг зайчик? Он сейчас убежал. Друзей звать. У тебя тут даже тепленько? Я за сегодня, за 2 раза, почти на 20 градусов натопил. Да ну. Я приехал, было почти минус 10. Сейчас уже, наверное, 10 градусов. Я тут сидеть не могу, у меня лицо красное, наверное, уже. Ну да, у тебя красное лицо. Вот здесь вот ходишь, вообще жара в этих комнатах. А там тоже, я когда... Так это одна только печка. Да, я зашил, когда там пароизоляция, эту стенку дрявую все. Вообще еще теплее стало. Короче, жить можно, если при большом желании. Ты, получается, если что, мог бы сегодня переночевать. Смогу? Я же с соседом познакомился. Сосед говорит, вы уже тут ночевали? Я говорю, нет еще. Вот не представляет, в каком состоянии был этот дом. Не, ну в принципе, чисто теоретически, как бы, я думаю, что даже можно переночевать. Ну да. Если, Ах, ты на диване сидишь, как если получается, просто ты уже не топишь, потому что уезжать. А так бы ты закинул еще раз и еще бы раз. Раза 4. Ну. Вообще. Хорошо, молодец. Делай. А тут? Вот здесь сверху дотронуться невозможно. Я там с той стороны вообще прям горячо. Вот печки, ну, как бы, понимаешь, ну, ладно, вот такая зона, где топка. Вот тут, типа, дотронуться нельзя, а она вот вся одинаковой температуры. Вот до сюда прямо.
Иди потрогай. Это я 2 раза закинул. Вот, углы. Вот этот угол горячий даже. Представляешь? Я думаю, если завтра с утра приехать, тут будет 15 градусов. Ну, а Вообще. если сейчас еще закинуть? Отсюда жарит. Я там в окно, когда вас смотрел, думаю, что не видно вас, я сегодня там окно помыл. А оно запотело. Ого! Ты нашла способ, как растопить игрушку? Да. Папа сказал, уже елку надо нашу убирать на хуторе. Уже давным-давно дома убрали, а на хуторе все красуется. Лесная елочка. Вот здесь у меня работает. О, все. О, видишь, как оттаяла быстро? Класс. Да, ее надо еще побегать. А сейчас умрет. Все. Эта стенка готова. На эту я уже уже темновато. Уже прям темно. Да, Чтобы вас не поехали домой. морозить. Вы что рано приехали за мной В просто. смысле рано? Уже домой надо ехать. Спать. Эту стенку будем вместе с этой стенкой заниматься. Вот здесь полностью зашито. Я уже сюда в следующий раз приеду, шкафчики пока повешу. Чтобы они там не стояли. Ну так их и надо вешать, мы ж как... Может, чем-то потом отделаем, либо покрасим, мы еще решим. Но пока повесим шкафчики, чтобы у нас ничего не мешало. Может, ты тут уже что-нибудь приготовишь поесть нам? Знаешь что? Я уже, как бы обои надо готовиться покупать, да? Сюда? Ну, Да. Мы же с тобой- Ту комнату вход поклеить. сейчас, надо, чтобы температура была теплая. Я уже, когда мы смотрели нам дом, ты же уже видел, я уже, смотри, вот такие на хуторе можно поклеить в коридоре, а вот такие на кухне, а вот такие там. Да. Поэтому все, с этой стенкой будем заканчивать в следующий раз. Страшно. Ну, тут вообще дикие звери ходят. Вот. Как-то у меня еще есть, знаешь что? Давай-ка, ну-ка обсудим. Я подумал, зачем нам здесь дверь? Давай здесь арку просто сделаем. Давай. Она будет мешать. Она и мешала. Когда здесь стояли двери, они тут мешали друг другу. Эта дверь туда открывается, эта сюда открывалась. Тут только сюда двери ставим. А здесь делаем просто арку. Нам же, зачем нам сюда дверь? Ну да. Правильно? Да. И в доме будет теплее гораздо. У нас все равно, если эта дверь здесь будет стоять, она будет практически всегда открыта. Ты ее не будешь туда-сюда открывать. Вот эта дверь, она просто возьмется, вот сюда вот так приоткроется, и все. Давай. Вот. Подписчики, напишите, как вы насчет того, чтобы на кухню сделать арку просто. Дверь ставить, не ставить. Но я думаю, что она здесь не будет. Ты так спрашиваешь, тут жить будешь. Это ж такое убежище наше временное, когда мы сюда приезжаем, там, в огородик сходить. Будем еще. Не, не исключено, конечно. Может быть, когда-нибудь. Ладно, поехали. Еще Поехали. бегать сегодня. А я побегала. Ты Я побегала? тебе бросаю вызов, получается. Снова сегодня. Будешь меня догонять. Да. Хорошо. Поехали. Я постараюсь. Еще буквально вчера такая погода была, солнышко, так, безветренно. А сегодня в районе 8 утра ливень шел. Погода с самого утра уже +3.
на день передают там до плюс 6 даже. На подоконнике у нас уже появилась вот такая первая зелень. Мы как-то в роликах делали пирог орешек, и я сказала, что у нас нет формы. Но бабушка говорит, как это нет? Есть. Вот она приехала, нашла из своих там тумбочек мне старую такую, не знаю, сколько этой орешнице лет, может, так же, как и мне, орешницу, и сказала, вот, есть, поэтому можно делать орешки. И я решила, что детям просто необходимо. Мы часто с тобой в магазине покупаем орешки. Ну, я не знала, что у нас есть. Поэтому теперь у нас своя форма. Мы будем всегда кушать домашние орешки. Нам надо сейчас вот отдельно мы перемешиваем с сахаром желтки, и до пышной пены надо взбить белки. Ты мешай желтки, чтобы они пену свою не теряли, а я взбью белки. Вы можете познакомиться, шеф Тимур. У меня на кухне конкуренты. Он мечтает открыть свой ресторан, сказал. Ника сказала, там фирменный будет красный сок. А у тебя что будет фирменное? Не знаю. Бутерброды тоже хотел какие-то. Яичница. А, ну яичница почти. Будет такое кафе «Уклон на завтраки». Будет рано открываться, да? Да. Чтобы сюда приходили на вкусные завтраки, будут разные. Это во сколько? В 5 утра? Как ты любишь вставать? Тим? Да. Он любит у нас и в выходные встать в 6, в 5 утра. А в школу все. А в школу всем не может выйти. Ты что, огонь добываешь? Или что это? Это электрический венчик. Да ты сам додумался? Да. Смотри, что тарелка сейчас не задымилась. Нашим желткам мы вливаем растопленную целую пачку маргарина. Сейчас мы сбрасываем к нашей массе наши белки, тихонько размешиваем. Сейчас все смешаем и будем муку добавлять. Нам надо будет примерно 2-3 стакана муки. Мы постепенно
постепенно будем. И чайная ложка разрыхлителя. Тебе сейчас, наверное, целая куча радости, да? Нравится так жмякать? Да. А радости? Полные штаны. Если у нас получится, вот есть же некоторые традиции в семьях там, по воскресеньям все лепят пельмени. Нам надо свою придумывать. Сегодня как раз воскресенье. Сегодня как раз воскресенье. Может, мы по воскресеньям будем орешки печь? Сегодня прощальное воскресенье. Да. Поэтому все подписчиков простите, вдруг кого-то мы обидели. Не так слово сказали. Да. Не с правильным произношением. Не так, я не знаю, муку прости или еще что-нибудь. У кого там есть к нам какие-то замечания. Поэтому простите нас. Мы будем исправляться. Ну, или мы кого-то обидели. Мы никого не хотели обидеть. Особенно Никогда. те, которые любят писать такие не очень хорошие комментарии. Да. Вы больше всего нас простите, что мы где-то вас Обидели. разочаровываем, обижаем, Да. наверное. И Не вы- держите нам на зла. Да. Поэтому всех просят прощения. Все, сейчас отправим наше тесто на минут 15-20 в холодильник. Пусть оно хорошенько пристынет. У нас новый гость программы. Смена произошла. Тимур замесил тесто, а Николь занимается начинкой и будет печь. Да, это ее мочинка. Мочинка, да, Что Ника? ты делаешь? Я мешаю. Готовишь Ну, а что- мочинку? А что это? Это мочилка. Когда Николь была маленькой и начинала только говорить, я ей говорила, скажи, я принцесса, и она говорила, я Петя. Помнишь, Ника? Не помнишь? Я Петя, так смешно было. Скажи, я принцесса, я Петя. Ника, а скажи эксперимент. Я эксперимент. Эксперимент. А Арина, когда была маленькая, говорила не бегемот, а гименот. А я на капусту говорила покуста. А я не знаю, что я путал. Мне не рассказывали. Да я и Тимура не помню, чтобы он что-нибудь такое смешно говорил. Он у нас заговорил, да, в 2 года ровно. И все, и так быстро все пошло, что в 2,5 он полноценно говорил большими предложениями. Все очень быстро произошло. Ну и также у нас сегодня в гостях 2 пациента. Нужно сделать эти 2 форточки. Из внутренних зимних окон у нас остались только вот эти 2. И одно нужно изготовить с нуля. Не знаю. Попробуем, конечно. Мама пока угадать не может. Идеальный кружочек. Мама такой. Не может быть. Так все равно же краешки повыдавливаются. Ну, надо, чтобы поменьше выдавливались. Я пока что-то не могу найти ту самую золотую середину. Мама такой. Тоже большой. Такой. Да.
Страшно. Это горячо. Ого. Я хитрец. Может, тебя не видят? Тебя сейчас видят тысячи людей. А поменьше? Чуть поменьше. Чищу уже вторую форточку. Из 3 стекол целое осталось только одно, потому что вот эта мастика, тут были не штапики, а паста, она еле отбивается. И я когда отбивал, треснуло 2 стекла. Это максимум, что я могу сделать, потому что я уже где-то начинаю повреждать раму. Сейчас я это почищу в любом случае. И такие мелкие тут остались кусочки. Они закроются силиконом, закроются штапиком. Потом это все закрасится. Низа, вот где будет лежать стекло, я все очистил. Единственное, что есть по бокам немножко. Он уже пришел к нему. Он ему помогает. И больше не надо говорить. Рождается семейная традиция. Ну да. Сколько помощников. Папа, то есть Тимур, мама, Самой было бы долго все. Вот так вот. Каждый занят. каждый из занят своим делом. Пирамидка, точно пирамидка надо строить. Парень. Это мой. Тимур, идем пока что отдохнем. Тимур, давай подождем, когда мама больше сделает. Ну. По очереди. Ой. Что, мне кажется, вы подъедаете наши орехи. Нет. Это просто нам починка в пальцы попадает. Мочи. Мать. Ника, покажи-ка, что это у тебя на плече. Татуировка. Переводка. Татуировка. Ты еще не доросла тут. Ты помнишь, что ее сегодня нужно стереть? Ню-ню! Садик. А я год даже что татуировка в садик ходит. Это мой орех. Вот тут ложи. Это мой орех. И орешек, где он будет ложиться. Спать. Да. Просто мочинку вкусную, потому что поэтому не могу удержаться. Это просто нереально.
Что получилось? Раз, два стекла лопнули. И вот это одно лопнуло. Так, в принципе, вот эти рамы все готовы. Они не звенят. Все хорошо прибилось. На силикон все посадилось. Их уже будем ремонтировать, наверное, завтра продолжать. Потому что нужно искать стекла. Нужно их вырезать. А сегодня Яна говорит, что она уже с рассадой, с посадкой рассады заходит в последний вагон. Поэтому сегодня у нас еще кровь из носу, предстоит посадка. О, мама, ты уже все идеально выглядит. Аккуратно. Аккуратно. Сейчас надо что сделать. Мама, это моя. Первый стаканчик. Так, ну-ка, вот так. А значит так вот, да? Что могу сказать? Или еще чуточку. Вот так. Это втрамбовала? Так. Угу. Все, мой первый стакан. Традиция нам раз в году встречаться в коридоре с таким вот. Всем привет! Вы на канале Делать Семьями, и мы с вами будем сажать перцы. О, какой же прикольный. Там, наверное, весь пластилин. Это ни в чем причина. Ну в чем причина? Ни в чем причина. Потому что такие бабки. Я безумно рада. Просто вы не представляете. Я безумна. Это означает начало положено огороду. И я очень этому рада. Прям очень-очень рада. Прям не передать словами. Мы в прошлом году с вами сажали рассаду. Ой, слишком много, наверное. Именно в этом же месте. На этом же месте, я говорю. Больше. Вот. Что мы? Мы решили, что мы будем сажать наш перец. Вот, Ну, больше. семечки набухли. Хватит. Хватит. И я считаю, что посадим, да быстрее они взойдут, чем они там будут прорастать. Сейчас пикируем землю. Я вот так вот буду, не больше. То есть я положу семечку и совсем чуть-чуть присыплю. Для чего я это делаю? Начнем с того, что перец не любит совершенно, чтобы его пикировали. Если у кого есть возможность его потом не пикировать, не пересаживать в другие емкости, то лучше его сразу сажать отдельно. Это помидор любит, чтобы его подсыпали, он пускает там со стебля корни. Перец не любит лишнее вот это вот повреждение корней, он сразу начинает страдать. Да я, в принципе, и помидоры так не буду. Ложу я землю вот так, взойдет, начнет расти, и я постепенно, там, каждую неделю я буду подсыпать. И тогда, то есть и стебель будет наливаться лучше, и все. Корневая система Корневая будет система лучше. будет большая, все, вот. И мы просто с вами будем вот так вот постепенно, да, получается, надо немножко, как это сказать, тратить свое время, но это будет лучше перцу. Он себя так будет намного лучше чувствовать, не будет травмироваться пересадками. Раз, два, три, четыре. А у меня сейчас будет пятая. Ты помнишь, как мы в прошлом году сажали? Помнишь? Это почему рассыпался? Это ты все. Это твоя рука И все даже- сделала, такой урожай. Даже Тимур урожай делает. Перец его другой. А который мне не нужен.
У нас сейчас вечером снова дождь шел. Вообще, дождь идет. Я думаю, что уже можно завтра заглянуть в тепличку, И знаешь что? начать Я- ремонтировать ее Я тоже хочу. и думать, как подготавливать почву. Правда? Что думать? Надо подготавливать. Можно сюда. Так. Как я всегда было. Так, сюда. А сколько ты вообще произведений знаешь? Я не знаю, их там очень много. Ну, перечисли. Так, Нашим подписчикам будет интересно. Марш Медвежонка, Ага, Куранта, ага, песня к Леопольда, ага, Этюд, полет на воздушном шаре. ага. А еще ты знаешь кино «Спокойная ночь». Да. А можешь сыграть? Ну, могу попробовать. Ну, давай. Тимур за оператора, а я сейчас попробую с первого раза вспомнить и сыграть вам мою любимую мелодию, поэтому слушайте, не судите строго. Все, перцы посадила. Теперь подготовила стаканы на баклажаны. Уже еще есть баклажаны. И сколько будет баклажанов? 14, по-моему. Или 13. И все, вот засадила целый поддон сладким перцем. И небольшой этот поддончик будет у нас с горьким перцем. Вот это поддон со сладким перцем. Сколько, 20? Да. И вот этот поддончик это с перцем чили. 3, 6, 12. 9, 12 штук. Тебе. Что вы без тебя делали, Ник? Ничто не делаю. Я не Что знаю. не делали? Мы только же для себя, для детей сажаем.
Да? Ника, помнишь, как ты эти свои помидорки маленькие хрумала в теплице? Ну, Я даже черики, да? Я даже не заметила. А в этом году желтые мама собирается И черики желтые, и посадить. красные, и разные. 4 вида черри будет. 4 вида. А они так интересно гуляли, чух, нету. Смотришь, в теплице. В Yes, теплице, да. побежала. Также горох бегала за теплицу ела, да? Ну, будешь вспомнить. Прицепи. Они очень слишком мокрые. Как вы уже все заметили, я на каждый стаканчик клею этикетку и на ней пишу. Пишу там перец желтый, перец красный, баклажан и помидоры. Я в прошлом году каждому помидору, каждой пачке семян присваивала номер. 1, 2, 3. И также я все подписывала по стаканчикам. Что это дает? Это дает хорошую высадку, легкую, в теплицу. То есть я не путаюсь. Я знаю, что вот это такие помидоры, это большие, это маленькие, это черри. И мне проще ориентироваться, где мне что посадить. Также сейчас здесь перец мы разделим. Чили, как я сказала, я буду сажать на хуторе. А сладкий посадим у нас в теплице. Для чего? Сладкий с чили нельзя вместе сажать. И дабы я тут не придумывала, где мне тут этот чили посадить у нас на участке, у меня есть, где его разделить. Поэтому чили поедет на хутор, а этот будем выращивать в теплице. Я думаю, что чили там тоже будет хорошо придумаем. Может, подбон с тобой сделаем, как мы тут делали в деревне, когда не было теплицы. Вот, и... Можно сделать, можно вообще парничок сделать. У нас очень много поликарбоната. А нам писали. Вообще из подбонда типа сделать парники. Так с панбонда неудобно. А можно такую маленькую тепличку сделать. Ну, с этого все и начнется. Ты же понимаешь, в этом году у нас будет маленькая теплица, а в следующем там будет здоровенная. Я уже, понимаешь, у меня уже прокладываются мысли, вот смотри, выращивать там малину. Недавно у меня прокралась мысль, а не построить ли нам огромную теплицу и не выращивать тюльпаны. Ну, я не знаю, почему. А что, я про тюльпаны ничего не знаю, и про огромную теплицу. Я просто вот смотрю, сейчас идет сезон, праздники, там, 8 марта, День влюбленных, и вот эти все тепличники работали, высаживали луковицы, и вот у кого большие теплицы, я видела, они заходят, и там просто рай цветов. Как я, кажется, это Ника. Мама заслуживает заходить в такой рай цветочный? Ну, я что ли думаю. И там такие выращивать разные тюльпаны, пионовидные, все, я просто, я уже Даже продумываю, я уже видео смотрю, так, у них висят лампы, у них там так, они топят, там это, думаю, почему бы нам не вырастить там 1000 тюльпанов? Даже 1000! Да, 1000! 1000. 1000! И да, и клеить наши этикетки, дела семейные. Этикетки упаковках. дела семейные, этикетки. Наши же подписчики у нас будут тюльпаны покупать. Но если мы будем выращивать малину, они же у нас. А и доставка покупают. будет у тебя, они сейчас спросят? Ну, конечно, будет. Все будет. Только надо начать это делать. Поэтому, видите, да, много у меня в голове мыслей. Ты хотя бы изредка в свои планы меня посвящаешь, потому что если про тюльпаны вместе с подписчиками узнал. Ну, это я вот просто, может, даже это мечта каждой девушки, женщины иметь свою огромную теплицу с цветами, с тюльпанами. Это же весна. Ну да. Это же красота какая. Они же там просто вот луковичка возле луковички, только проходы делают, и все, там же просто наша вот эта дополнительная земля, которая у нас на хуторе. Там же, представь, такую теплицу, там я не знаю, сколько будет, 1000 их. Ну да. Это Мало кто может подарить целую теплицу тюльпанов вот. своей любимой Я вот об этом женщине. подумала. Думаю, что мне те тюльпаны, букет на 8 марта? Я вот хочу себе целую теплицу, чтобы я заходила в нее, Да. а там их было просто неимоверное количество. Ну это так, мечты. Это все, конечно, очень сложно. Те люди, которые этим всем занимаются, они не спят ночами, они топят, они ухаживают, а потом это все надо продать, поэтому это очень тяжелый труд. Те, кто трудится на земле. Только чуть-чуть, не сильно много. Все. Вот еще. Все.
косточки не видно. Угу. Семечки. Не косточки. Совсем чуть-чуть. Ну, почти подходит. Куда подходит? Кто будет кататься? Я говорю. Каждый год мы сеем, делаем такой, пленка такая у бабушки, не знаю откуда. В общем, вот так обтягиваю и делаю парник. Как буду видеть, что земля подсыхает, снимаю и обрызгиваю, пока у нас хорошая рассада не проклюнется. Пока не проклюнется, мы пшикаем, а потом будем поливать. Тепличка, короче. Да, видишь, вот тут вот дырка. И будет влага дольше сохраняться. Ну да, и будет тепло и прорастет. Создаем парник. Ух ты. Все, видишь, как у меня на стеллажике. Я довольна. Как слон. Я уже рассаду посадила. Наконец-то. Это, наверное, слоник. Все, а мы будем заканчивать нашу серию. Вот такая вот она насыщенная. И семена посадили, и гору орешков напекли, и на хуторе поработали, все поделали. Поэтому движемся, движемся. Открываться сейчас будет сумасшедший сезон. Я как представлю, какой у нас будет график. Огороды, вот это вот все станет Ты еще и тепло. посадила больше, чем в прошлом году? Планируешь садить больше, чем в прошлом году? Так сажу, как будто вторая теплица стоит. Но ее нет. Вот. Вот так вот. Я просто несказанно рада. А помимо этого, сейчас уже поздно, но мы еще с тобой не побегаем. Угу. Нам еще каждому по 5 километров. Если что, мы не зря купили дорожку. Это, наверное, самая вообще прям вау покупка, которая нам нравится. Мы ее уже освоили. Мы каждый день бегаем по 5 километров. И каждый день делаем успехи. Мы все быстрее и быстрее эти 5 километров пробегаем. И на моих кроссовках подошва все меньше и меньше. Почему-то не стирается. Я не стираю. И, чтобы вы понимали, я никогда не бегала такие длинные дистанции. Для меня 5 километров это вообще... Я и 5 километров, это такое вообще быть не может. Но, видите, беговая дорожка стимул дает, то, что я вижу время. У нас есть полка. Я ставлю музыку, и там идет видеоклип этой музыки. И я такая, все, я уже больше не могу, надо переходить на ходьбу. Ну, такая, нет, вот добегаем эту песню. И тогда идем, это тоже, конечно. Все, я добегу, дорожку готова. Молодец. А просто так бежать, конечно, сложно. Ну и я думаю, что немножко на беговой легче, чем на улице. На улице и ветер, может быть, и все, но ничего. Нам нравится. Все. Будем с вами прощаться. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки,
Вас очень много. Нам очень приятно. Вы очень много пишете комментариев. Мы каждый читаем сами. Мы, Артем или я, мы все прочитываем. Если мы поставили вам сердечко, значит мы прочитали. Мы просто физически всем ответить не можем, даже элементарное слово «спасибо». Но мы вам на каждый комментарий хотим написать спасибо, вы же понимаете. У нас просто нету этого времени. Если мы поставили сердечко, вы там увидите у себя в оповещении, значит мы его прочитали. Вот. Все нехорошие комментарии мы, к сожалению, или я не знаю, к счастью, мы этих людей блокируем, поэтому не пишите нам ничего плохого, мы вас заблокируем, дабы не распространять вот этот, я не знаю, как это сказать, мусор какой-то непонятный. И про нас, и не про нас, и про всех. Но у нас же хороший, спокойный, позитивный, душевный, семейный канал. Поэтому мы всех вас любим, всех обнимаем. До скорых встреч. Всем пока-пока-пока. Всем пока. На свет мы будем включать уже, когда прорастут семена и будет уже зеленая рассада. Сейчас он не нужен.